В современном мире большинство людей заинтересовано, прежде всего, в своем благополучии, и их мало интересуют проблемы окружающих, тем более братьев наших меньших. Однако среди черствости и равнодушия все же находятся те, кто готов прийти на помощь животным и подарить им шанс на новую счастливую жизнь. Эта история как раз о том, как людская забота и любовь помогли песику по кличке Йода не только победить тяжелое заболевание, но и обрести заботливых хозяев. А начиналось все очень грустно. Небольшой приземистый песик скитался по улицам бразильского города Сан-Паулу. При виде людей он вилял хвостом. Видимо, животное надеялось, что кто-нибудь жалится и бросит ему что-то из еды. Однако его все обходили стороной, боясь, чтобы собака не приблизилась и не заразила чем-нибудь. Причина такого отношения была связана с ужасным видом Йоды. На его теле практически отсутствовала шерсть, красная воспаленная кожа была расчесана до крови, а глаза почти не открывались. О том, что это добрейший американский булли, оставалось только догадываться. Сильно истощенное и больное животное так нуждалось в помощи людей, но кроме как отвращения и боязни подцепить кожное заболевание у них не вызывало. Вот эту никому не нужную собаку и обнаружили волонтеры спасательного центра. Они отловили Йоду и отвезли его в ветеринарную клинику, где животное прошло все необходимые обследования. Оказалось, что кожное заболевание, сопровождающееся выпадением шерсти и сильным зудом, вызвано микроскопическими чесоточными клещами, которые успели распространиться по всему телу Йоды. Предстояло продолжительное лечение. Прошло почти 2 месяца. За это время, благодаря стараниям и заботе волонтеров, животное заметнее преобразилось. Теперь это уже был симпатичный коренастый толстячок, а его тело покрывала короткая черная и белая шерстка. После того, как Йода полностью излечился, ему удалось обрести семью. Мужчина по имени Мауро узнал о грустной судьбе американского булли и решил взять его к себе домой. Будущий владелец отлично понимал, что у собак данной породы есть большая вероятность кожных заболеваний, и, несмотря на то, что Йода уже здоров, он нуждается в особом уходе. Однако Мауро это не остановило. К тому же у него уже было 2 собаки, о которых всегда хорошо заботились. Так в жизни некогда брошенного животного наступил новый этап. Йода живет в любящей семье и уже успел подружиться с другими собаками, девочкой американского булли и французским бульдогом. Мауро отметил, что их новый член семьи очень спокойный и послушный. А еще собака обожает своих хозяев и их 9-летнюю дочку. Вот такая трогательная история о спасении брошенного, больного и никому не нужного животного и о том, как простое сострадание и любовь могут кардинальным образом изменить жизнь братьев наших меньших, подарить им шанс на счастливую и беззаботную жизнь.